Этот бесполезный наконец-то сдох. Он просто осквернил с земли священных земель Цинсюань. Без уровня развития, но все еще занимал место святого сына. Почему он не умер раньше? Гоусу, ты слишком меня разочаровал. Меня зовут Гоусю. Я был святым сыном священных земель Цинсюань. Когда-то я одним мечом озарял 9 провинций. Да здравствует святой сын. Святой сын непобедим. 500 лет назад, когда удача Цинсюань подходила к концу, ради благополучия ордена, я пожертвовал своей высшей основой Дао и запер себя в запретной зоне. Я страдал целых 500 лет. Но когда я вернулся, мои кости превратились в прах, а уровень развития был полностью уничтожен. Я увидел свое будущее. Быть подопытным для Ордена — твоя последняя честь. Место святого сына давно должно было быть моим. Клевета, заговоры, унижение. Меня, того, кто защищал их ценой своей жизни, мой учитель и орден шаг за шагом толкали к гибели. Это мой конец. Я не смирюсь. Только что виденное было будущим. Гоусу, духовные журавли пика, чё все погибли за одну ночь. Говори, что ты натворил. Разве нужно спрашивать? Мастер, я своими глазами видел, как он тайком подмешивал порошок растворения костей в корм журавлям. Кто еще, кроме него? Этот бесполезный человек, потеряв свое будущее, не может смириться с процветанием Ордена. Мастер, я тоже проверил. Эти бессмертные журавли погибли от порошка растворения костей. Это очень ядовитое вещество, разъедающее кости и мозг. Этот флакон был найден под кроватью в ветхом жилище Геосю. Доказательства неопровержимы. Это не я. Я этого не делал. Гоусу, есть свидетели и вещественные доказательства. Как ты смеешь еще здесь оправдываться? Немедленно признайся. Прошу мастера строго наказать этого негодяя, чтобы восстановить порядок в Ордене. Мастер, ради невинно погибших бессмертных журавлей. Ради репутации Ордена. Прошу принять быстрое решение. Гоусу, ты признаешься или нет? Ученик. Я этого не делал. Вот что бывает, когда с младшим братом соревнуешься за ресурсы. Так тебе и надо. Ученик Гусу жестоко обращался с духовными зверями и имеет порочное сердце. Я, как глава Ордена, приказываю ученику Гусу быть брошенным в громовой пруд и получить 500 громовых наказаний. «500 лет назад. Я пожертвовал собой ради Ордена, войдя в запретную землю. 500 лет мучений. Что я получил взамен? Мой уровень развития уничтожен. Мои кости превратились в прах. Теперь, из-за нескольких ложных обвинений. Мастер, вы даже не потрудились спросить. И уже отправляете меня на верную смерть в громовой пруд. Дерзость, отступник, доказательства неопровержимо. Ты не смеешь так нагло спорить. Геосю, как ты смеешь быть таким грубым с мастером? Мастер наказывает тебя ради твоего же блага. Его взгляд такой пугающий. Неопровержимые доказательства. Мастер, знаете ли вы, что я увидел в тот момент? Что я увидел? От чьей руки я погиб? Я увидел, как кто-то строил козни и подставлял. Вы обо всем этом давно знали. Но все равно хотели пожертвовать моей жизнью, Гоусю, чтобы утолить чью-то жадность, чтобы завершить ваш так называемый великий план. Так ведь? Геосю, ты с ума сошел. Как ты смеешь клеветать на учителя и уничтожать священный предмет? Ван Сюэн, смотри внимательно. Сегодня я, Гоусю, этой душой и этой кровью, подписываю духовный договор об отречении. Небеса свидетельствуют. Великая Да подтверждает. С этого момента я, Гоусю, и священные земли Цинсюань разрываем все связи. За сегодняшнее унижение в будущем я отплачу старицей. Старый глава Ордена. Я, Гоусю, отныне и навсегда не имею ничего общего с Орденом. Отныне я буду свободно странствовать по миру. Удача Ордена рассеивается. Что произошло?
500 лет защиты. Сегодня все квиты. Отныне и впредь. В этом мире больше нет старшего ученика Цинсюань. Есть только странствующий культиватор Гоусю. Эй, парень, 500 лет. Старик наконец-то дождался твоего освобождения. Это проклятое место. Ты почти иссушил всю его удачу. Чего стоишь? Пошли. Старший, мой уровень развития теперь полностью уничтожен. Боюсь, я вас разочаровал. Уничтожен. По-моему, ты вот-вот разбогатеешь. Ты знаешь, что за штуку ты вынес из запретной зоны. Этот сломанный бамбуковый шест, на что он годится. Разве это не просто сломанный бамбуковый шест? Парень, это же сокровище. Этот, как ты его называешь, сломанный бамбуковый шест, может ловить рыбу во всех мирах. Во всех мирах. Этот зеленый бамбуковый шест уже признал тебя своим хозяином. Все сокровища всех миров окажутся в твоих руках. Попробуй забросить его в эту пустоту. Что происходит? Почему духовный источник иссяк? Благословение Ордена. Оно рассеивается. Учитель, беда. Все бессмертные духовные травы на пике Джо завяли. Духовные звери в ярости стонут. Неужели? Это из-за того духовного договора об отречении. Невозможно. Гоусю всего лишь ничтожество. Как он мог забрать удачу Ордена? Передайте приказ запечатать Орден. Ни в коем случае нельзя, чтобы чужие узнали, что в Цинсюань что-то произошло. Этот предатель наверняка забрал что-то из сокровищ Ордена. Тяни. Тяни изо всех сил. Как же непросто. Забросил удочку и вытащил это здесь. Это же исчезнувшая 1000 лет пилюля 9 перерождений для закладки основ. Карма, накопленная за 500 лет в запретной зоне, это только начало. Гусю. Восстановление основы сегодня. Божественная пилюля 9 перерождений, возрождение иссохших меридианов. Внешность не изменилась, но появилась иллюзия небесного Даа. Никто в мире больше не узнает Гоусю. Сюй Ваньцин, Луцинья. Вы называли меня ничтожеством. Тогда я этим невиданным телом 9 перерождений вернусь на вершину. Эй, парень, этот город Юньцая не чита священным землям Цинсюань. Здесь не смотрят на происхождение, а лишь на выгоду. Раз уж ты решил стать свободным культиватором, то тебе нужно новое имя. Слава и богатство подобны легкому ветерку, проносятся и не задерживаются. С сегодняшнего дня меня будут звать Фэн Бугуй. Бугуй. Невозвращение. Ветер пронесся сквозь 3000 джан мирской суеты и в конце концов забыл свой собственный путь. О каком возвращении или невозвращении тогда говорить? Что ты сказал? Я говорю, у тебя есть духовные камни. У меня есть талисман яростного пламени. Пойдем в павильон бесчисленных сокровищ, обменяем на деньги. Старший, куда вы? Я иду искать вино. Управляющий. Священной земли Цинсюань снова прекратили поставки. Говорят, после ухода Гоусю. Никто не может нарисовать. Высокоуровневые громовые талисманы. Эти люди из священных земель Цинсюань действительно безжалостны. Раз нет Гоусю, разве нельзя найти кого-то другого? Хозяин, сколько духовных камней стоит этот талисман? Это идеальное качество. Талисман яростного пламени. Кто вы? Ученик великого мастера талисманов Свободный культиватор Фэн Бугуй. Даос Фэн. Следуйте за мной. Даос Фэн. Если вы действительно сможете ежедневно поставлять талисманы такого качества, назовите любую цену. Тысяча талисманов одновременно. Даос Фэн. С сегодняшнего дня вы – самый ценный гость моего павильона бесчисленных сокровищ. У меня есть одно условие. Мои талисманы не продаются Цинсюань. Мусор. Все, мусор. Этот Гоусю до сих пор не вернулся, чтобы молить о пощаде. Сколько дней прошло? Талисманы Ордена закончились. Моих духовных питомцев невозможно успокоить. Наверное, он умер где-то там. Этот проклятый ничтожество. Неужели он украл секретные свитки по изготовлению талисманов, когда уходил?
Из-за него нам теперь приходится ехать в город Юньсяо, чтобы просить этих жадных торгашей. Пошли, идем в Ваньба. Сомневаюсь, что они посмеют отказать нам в продаже. Лицо священных земель Цинцюань. Хм. Управляющий Су. Где наши 100 талисманов яростного пламени? Быстро доставайте. Ученики священных земель Цинцюань все еще лежат в горном хребте Тиньцы. Все талисманы, что нарисовал Цзян Сюнь, это просто мусор. Стоит их активировать, как они взрываются. Несколько младших братьев получили ранения. Младшая сестра, будь осторожна в словах. Младший брат Цзян Сюнь просто еще не постиг совершенный путь неба и земли. Управляющий Су, назовите цену. Будь то духовные камни среднего качества или духовные травы, наш пик нефритового эликсира может себе это позволить. Глава пика Сюй, дело не в духовных камнях. Наш павильон бесчисленных сокровищ недавно заключил контракт с этим мастером талисманов, господином Фэн Бугуем. Он установил правила, его талисманы не продаются Цинцюань. Не продаются. Вы знаете, ради кого мы поддерживаем этот мир. Без наших священных земель Цинцюань город Юньсяо давно был бы растоптан демоническими зверями. Что это за Фэн Бугуй такой? Кто он вообще такой? Как смеешь ты припираться со священными землями? Если бы Гаусю, этот бесполезный, был еще здесь, такие мусорные талисманы яростного пламени он бы рисовал пачками на ходу. И умолял бы нас их использовать. Раз Гаусю был так хорош, почему бы вам двоим не вернуться к нему? Что вы здесь лаете? Думаете, чай в моем павильоне бесчисленных сокровищ так вкусен? Кто ты? Неужели ты тот самый Фэн Бугуй? Это тон голоса. Почему он так странно знаком? Гаусю. Нет. Гаусю, этот смертный с разрушенной основой, никогда не смог бы излучать такое давление. Я тебе говорю. Сегодня этот талисман ты продашь, хочешь ты того или нет. Продашь, даже если не хочешь. Когда священные земли Цинцюань что-то делают, какой-то бродячий культиватор не имеет права указывать. Не думал, что теперь даже мои бывшие старшие сестры, с которыми я был день и ночь, не узнают меня. Убирайтесь. Еще одно слово, и следующий талисман упадет не на землю. Пошли. Хорошо. Какой же ты Фэн Бугуй? Сегодняшний позор Цинцюань запомнит. Ха-ха. Достойный глава пика священных земель. Был вышвырнут каким-то бродячим культиватором. Хм. Младшая сестра. Это все из-за моей бесполезности, Сюнер. Из-за меня ты в павильоне Ваньба. Натерпелась от этого. Фэн Бугуя. И еще я тебя втянул. Прийти со мной в это проклятое место в поисках удачи. Сюнер, не говори глупостей. Этот Фэн Бугуй, как и Гаусю, оба неблагодарные. Как только ты получишь наследие, в этих руинах посмотрим, кто посмеет тебя презирать. Верно. Как только я получу здешнюю удачу, да, и восстановлю свою основу, я смогу рисовать талисманы в 100 раз лучше, чем Гаусю. Тогда я растопчу павильон Ваньба. Нашел. Такие колебания духовной энергии. Определенно, это великая удача, бросающая вызов небесам. Сюнер, осторожно. Что-то не так? Помогите. Оно высасывает мою духовную силу. Сюнер, быстро отступай. Нет, я не могу умереть. Старшая сестра, прикрой меня. Ты? Мое лицо. Младшая сестра Лу. Что случилось? Третья старшая сестра. Это нападение мстительного духа. Младшая сестра, чтобы спасти меня. Она сама встала передо мной. Это все моя вина. Это проклятие.
Обычные целебные пилюли. Совершенно бесполезны. Сначала выведите младшую сестру Лу. Это все моя вина. Я навредила младшей сестре. Даос Фэн. Это партия талисманов яростного пламени и талисманов сокрытия ауры. Была раскуплена, как только появилась в продаже. Эти странствующие культиваторы. Чтобы получить хоть один ваш талисман. Чуть не сломали порог. Неплохо. Управляющий Су. Я просил вас присмотреть за эссенцией 5 элементов и вспомогательными материалами для закладки основ. Как с этим? Как обстоят дела с подготовкой? Все уже готово. Все это – лучшие товары, которые можно найти в городе Юнься. Это тысячелетнее дерево, пораженное молнией. Огненный костный мозг земного ядра. Если господину Фэну что-то понадобится, мой павильон бесчисленных сокровищ приложит все усилия, чтобы найти это для вас. Отлично. С этим, после закладки основ, я по-настоящему перерожусь. Почему это не работает? Я же главный алхимик священных земель Цинсюань. Почему я не могу снять даже это маленькое проклятие? Глотай. Заставь себя проглотить. Третья старшая сестра. Хватит кормить ее. Младшей сестре слишком больно. Это все из-за Сюня. Если бы этот Фэн Бугуй согласился продать нам талисманы. Если бы Гаусю все еще был здесь. Возможно, младшую сестру можно было бы спасти. Гиусю, Сужумэй, Фэн Бугуй. Это все из-за этих ничтожеств. Мы страдаем, они наслаждаются жизнью. Если бы они не оставили нас умирать, не создавали бы нам проблем. Разве мы стали бы искать возможности Даа? Старшая сестра. Душа младшей сестры рассеивается. Она скоро умрет. Ничего не поделаешь. Рана Даа проникла в кости. Даже боги не спасут. Неужели я действительно должен смотреть, как Цинья умирает? Ты хочешь спасти ее? Глава Пика Сюй. Обычные пилюли ее не спасут. Только жизнь за жизнь. Кровью смыть обиду. Жизнь за жизнь. Как? Разве в этом мире нет множества бродячих культиваторов, подобных муравьям? Их жизни дешевы, как трава. Они идеально подойдут в качестве питательных веществ. Чтобы открыть кровавое поле. Их кровь и обиды нейтрализуют проклятие. Особенно клан Тантань. Бродячих культиваторов за пределами города Юнься несметное множество. Обменять жизни этих ничтожеств на жизнь гения Цинсюань. Это справедливо. У меня есть способ спасти Цинья. Тайное царство долины падающего дождя появилось. Это же величайшая возможность вокруг города Юнься. Эти маленькие сопляки в городе на стадии заложения основ будут драться за нее. Эй, парень, почему ты не стоишь в очереди? Что ты тут сидишь и мечтаешь? Очередь слишком длинная. Раз это возможность, то она достанется способным. Старший. Посмотрите на эту фиолетовую ци на горизонте. Разве это не похоже на большую рыбу, ждущую, чтобы ее поймали? Ты, неужели ты хочешь использовать этот сломанный бамбуковый шест через 100 ли пустоты, чтобы поймать исток тайного царства? Это приведет к преждевременному открытию тайного царства. Малец, ты и правда смелый. Подъем. Откройся. Молодец, парень. Держи. Молодец, парень. Странно, почему духовное давление долины падающего дождя вдруг ослабло на 30%. Теперь, когда духовная энергия утекает, тайное царство открылось раньше времени. Это, должно быть, небеса благоволят Цинсюань. На этот раз, возглавив учеников, я обязательно найду те легендарные
небесный громовой бамбук и земной облачный росток, и принесу их, чтобы исцелить седьмую старшую сестру и продлить удачу Ордена. Младший брат Сян, долина падающего дождя крайне опасна. Раз уж духовная энергия изменилась, лучше быть осторожным. Пятая старшая сестра, Сюнер просто хочет помочь Ордену, хочет спасти седьмую старшую сестру. Разве это тоже неправильно? Эмужань, когда это ты стал таким нерешительным? Такая преданность Цзян Цуня меня весьма радует. Вперед! В этой экспедиции в долину падающего дождя, кто бы ни посмел встать на пути священных земель Цинсуань, будет убит без пощады. Мы должны вернуть все возможности и восстановить престиж нашего ордена. Повинуемся воле главы ордена. Убить. Гэусю, теперь, когда тебя нет, вся слава достанется мне. Прочь с дороги. Все прочь с дороги. Священные земли Цинсюань работают. Если собьем кого, компенсации не будет. Моя трава сгущения крови. Я ведь рисковал жизнью, чтобы добыть ее в горном хребте Тинцы. Это же мое спасительное лекарство. Старый хрыч. Встал на пути дедушки. Радуйся, что я не забрал твою жизнь. Еще смеешь плакать. Священные земли Цинсуань только и умеют, что обижать стариков. Ты откуда взялся, бродячий культиватор? Смеешь вмешиваться в дела Цинсюань? Ищешь смерти, младшие братья. Вперед! Изувечьте его! Будь то 500 лет назад или сейчас, корень Цинсюань. Отвратительно. На колени. Ты... Кто ты? Что это за злая магия? Плати. Плачу. Я заплачу. Проваливай. Старшая сестра. Ты видела? Того хидовласого отшельника. Его зовут Фэн Бугуй. Это тот самый мастер талисманов из павильона бесчисленных сокровищ, который испортил нам дело. Аура этого человека немного странная. Не могу разглядеть его уровень развития. И в нем скрыта сила. Правил, которая вызывает у меня отвращение. Правил, если мы не избавимся от него, он станет большой проблемой. Пятая старшая сестра. Этот человек очень предубежден против Цинсюань. И его методы так безжалостны. Если он войдет в тайное царство, боюсь, он навредит нашим собратьям. Тогда, по мнению младшего брата, в тайном царстве жизнь и смерть зависят от судьбы. Мы не должны позволить ему выйти живым из долины падающего дождя. Мастер — это он. Это Фэн Бугуй. Так ты тот самый отшельник Фэн Бугуй, который оскорбил старейшин нашего ордена и наговорил дерзостей. Хорошая собака не преграждает путь. Прочь. Этот взгляд, такое отчуждение, такая холодность. Почему это заставляет меня так сильно тревожиться? Словно я потеряла что-то чрезвычайно важное. Буусу. Наглец. Как смеешь игнорировать учителя? Учитель, позвольте мне убить его. Подожди, это спина. Так похожа. Но в нем нет той покорной усталости, что была в Гуусу. Наоборот, в нем есть нечто божественное, что мне непостижимо. Учитель, младший брат Гиу уже калека. Этот человек достиг идеальной закладки основ. Это точно не он. Верно. У того отступника кости были разбиты, он давно стал ничтожеством. Этот человек всего лишь наглый безумец, не знающий своего места. Входим в долину. Если встретите этого человека в тайном царстве, убейте без пощады. Прочь с дороги.
Бегите, ну же, бегите. Этот земной облачный росток. На него положили глаз наши священные земли Цинсюань. Как вы, кучка муравьев, смеете на него претендовать? 500 лет назад я отправился в запретную землю ради вас. 500 лет спустя я стану в этой долине асурой, забирающим жизни, долг Цинсюань. Я начну взимать проценты с вас. Старший брат Чэнь. Все возможности в долине падающего дождя. Действительно достались нам. Младший дядя Цзян сказал. Всех странствующих культиваторов, посмевших сопротивляться Цинсюань. Убивать без пощады. Верно. Все сокровища в этом мире могут принадлежать только Цинсюань. Кто там? Раз уж Цинсюань так любит бесчинствовать, то в этом тайном царстве смерть нескольких человек должна быть вполне разумной, не так ли? Фэн Бугуй, ты посмел войти в долину. В городе Юнься я не мог тебя тронуть, но в этом тайном царстве. Как я могу тебя отпустить? Младшие братья, постройтесь. Обезвредьте его. Приведите его к учителю, чтобы получить награду. Моя духовная сила. Мое море Ци заблокировано. А это талисман тишины. Старший Фэн, пощадите. Мы ученики Цинсюань. Наш учитель. Всевышний Гуань, снаружи. Гуань Сюэлэнь. Если ты убьешь нас, Цинсюань не оставит тебя в покое. Можешь передать ей убийце Гуусю. Я пришел лишь за процентами. Но у тебя не будет шанса сказать это. Никто не сбежит. Представление только начинается. Неужели мне так не везет? Столько времени прошло, а я так и не встретил ни одного ученика Цинсюань. Смертные ловят рыбу, чтобы насытиться. Культиваторы ловят рыбу, чтобы найти шанс на жизнь. А я, Гуусю, буду ловить великие удачи всех миров. Ах, неужели пусто? Это ощущение, что-то не так. Что же это за сокровище на этот раз? Ах, небо. Небо рухнуло. Долина падающего дождя будет уничтожена. Только что появилась и уже рушится. Неправильно. Тайное царство содрогается. И снова стабилизировалось. Как энергия долины падающего дождя могла внезапно вырасти в 100 раз. Небесное и земное знамение. Это великая возможность. Проявившаяся в этом мире. Что-то вот-вот спустится. Эй, смотрите. Что это? Это. Ах, это же тайное царство. Действительно, можно ловить все миры. Неужели даже такое огромное тайное царство можно притянуть? Это легендарная долина падшего бессмертного. Двойное тайное царство. Здесь определенно скрыта несравненная возможность. Младший брат, осторожнее. Такое тайное царство, нахильно проявившееся в мире, имеет крайне нестабильные правила. Оно обязательно несет в себе огромную смертельную опасность. Пятая старшая сестра. Удача Цинсюань постоянно убывает. Это, должно быть, милость небес, дарующая нашему ордену шанс вернуться на вершину. Если мы сможем заполучить главную возможность, то раны седьмой старшей сестры и тревоги мастера будут разрешены. Ученики Цинсюань, слушайте приказ. Следуйте за мной в долину. Тот, кто добудет сокровище, будет щедро вознагражден. Кто бы ни посмел противостоять Цинсюань, кем бы он ни был, будет убит.
10-тысячелетний женьшень. Это мое. С ним я смогу подняться на 3 уровня. Ах, Убирайся. Разве такая удача для тебя? Ничтожество. Он мой. Ученики Цинсюань, слушайте приказ. Эта возможность дарована нашему ордену небесным Да. Все, кто здесь, превратились в демонов. Убить без пощады. Превратились в демонов. Какое бесстыдство. Какое бесстыдство. Ах, моя рука. Что это за чертовщина? Их не убить. У них нет физической формы. Атаки бесполезны. Бежим, бежим. младший дядя, спаси меня. Спаси. Как такое могло случиться? Это же была дарованная небесами возможность. Отступаем. Быстро отступаем. Войти в долину легко, выйти трудно. Цзян Сюнь, ты еще не познал истинный ужас долины падших звезд. Ты еще не познал истинный ужас долины падших звезд. А-а-а. Не может быть. Удача Ордена все еще рассеивается. Что, черт возьми, происходит в этом тайном царстве? Такой уровень сотрясений. Это не дело рук человека. Лучше быть осторожным. Это наследие. Метод создания 9-уровневой платформы Да. Культиваторы стадии закладки основ могут создавать платформы Да. После создания платформы Да, при достижении совершенства можно сформировать золотое ядро. Обычно культиватор может создать только одну платформу Да. За 1000 лет лишь немногие смогли создать двойную платформу Да. Все они были могущественными культиваторами. Теперь, когда у меня есть этот метод, я могу создать 9 платформ Да. В этой жизни я совершу нечто невиданное за всю историю. Помогите! Кто-нибудь, спасите меня! Я не хочу здесь умирать. Фэн Бугуй, даосский друг. Пожалуйста, спаси нас. Только что за пределами долины. Я слышал, как даосский друг Цзян сказал, что все здесь превратились в демонов, убивать без пощады. Ты не подозреваешь, что я и есть тот демон. Этот Цзян был слеп и невежественен. Если даосский друг поможет и остановит этих монстров, наши священные земли Цинсюань обязательно щедро отблагодарят. Духовные камни, эликсиры, даже тайные техники переданы лично главой ордена. Ты можешь получить все, что захочешь. Даос Фан, прошу тебя, ради того, что мы все люди. Спаси жизни этих учеников. Пожалуйста, спасите меня. Вы можете получить все, что угодно. Я найду способ достать это для вас. Уань Сюэлэнь, все старшие сестры. Посмотрите, это ваш, тот, кого вы так ценили, младший брат. Перед лицом смерти он даже достоинство свое потерял. Хочешь, чтобы я тебя спас? Можно. Встань на колени и трижды прокричи. Священные земли Цинсюань полны подлых негодяев. Тогда я подумаю о том, чтобы оставить тебе собачью жизнь. Как ты смеешь оскорблять Цинсюань?
Священные земли Цинсюань полны подлых негодяев. Я подлый негодяй. Прошу, старший, спасите меня. Фэн Бугуй, кто ты такой? Какой послушный. Остальные 2 раза кричать не нужно. Я не заслуживаю. Фэн Бугуй, ты подлый и бесстыдный трус. Ты тот, у кого сыновья без задниц родятся. Тварь, Фэн Бугуй, кто ты такой? Всего лишь низкородный ублюдок, барахтающийся в грязи. И ты смеешь строить козни против меня, избранного небесами. Фэн Бугуй, моя наставница Гуань Сюэлань, великий Всевышний. Я заставлю ее вырвать твою душу и очистить ее. Ты не сможешь жить и не сможешь умереть. Молодой друг, что именно произошло внутри Тайного Царства? Почему так много аномалий? Где ученики моего ордена? Кому попала главная удача? Как это возможно? Почему ни один из сотни элитных учеников Цинсюань до сих пор не вышел? Ваши ученики Цинсюань в Тайном Царстве. Повсюду убивали и грабили. Это вы их подстрекали. Мы требуем объяснений. Ученик Цинсюань Цзянсюнь. В долине заявлял, что действует по приказу Всевышнего. И всех, кто мешает, убивать без пощады. 30 учеников нашего ордена. Погибли от мечей Цинсюань. Глава ордена Гуан. Ваши священные земли Цинсюань хотят враждоваться всем восточными пустошами. Зачем вы потворствуете ученикам, устраивающим массовые убийства собратьев? Внутри Тайного Царства борьба за сокровища – обычное дело. Если не хватает мастерства, зачем здесь плакаться? Не хватает мастерства. Если бы это была обычная схватка, то ладно. Ваш ученик Цзян Сун нагло заявлял, что все сокровища в Тайном Царстве принадлежат Цинсюань. Как вы это объясните? Верно. Я своими глазами видел. Как Цзянсюнь, чтобы заполучить пилюлю меча, приказал ученикам создать строй и заблокировать шахту. Заживо сварив 50 бродячих культиваторов внутри. Это же 50 жизней. Суньер всегда был чист и добр. Он никогда не совершил бы такой жестокости. Это вы, бродячие культиваторы, из зависти сговорились и оклеветали его. Оклеветали. Тело наших учеников здесь. Все раны нанесены вашими техниками Цинсюань. Гуань Сюэлань, вы называете себя лидером праведного пути, а теперь потворствуете ученикам. Убивать ради сокровищ. Чем это отличается от пути демонов? Кучка сверчков и муравьев, смеете требовать объяснений от меня, главы ордена. Мои ученики не ваше дело. Если кто-то недоволен, пусть приходит в священные земли Цинсюань. Глава Гуань. Еще не вечер. Неужели удача Цинсюань действительно иссякла? Цинер Эможань. Неужели и вы тоже покинете меня? Го. Парень, ты побывал в долине падающего дождя. И что, раскопал чисто древнее захоронение? Подобрал кое-что, что другим было не нужно. В твоем теле поток Дая переплетается слоями. Подобрал. Такую великую удачу можно подобрать. Сколько уровней платформы Дая ты можешь сейчас создать? 9. Испокон веков тот, кто мог создать двухуровневую платформу Дая, уже считался гением. Ты, парень, собираешься пробить дыру в этом небе? Если небеса несправедливы, то почему бы и нет? Судьба на стороне моих Цинсюань. Цзян Сунь защищен великой удачей. Разве он может погибнуть здесь? Эможань, ты, как старшая сестра, и не смогла уберечь своего младшего брата. Учитель. Ученица бесполезна. Ладно. Учитель. Ученица бесполезна. Все потому, что Фэн Бугуй сказал. Что он сказал? Он сказал, что священные земли Цинсюань — это просто кучка ничтожеств, не соответствующих своему имени. А вы, учитель, совсем ослепли от старости. Ах. Когда это Фэн Бугуй говорил такое? Он еще сказал, что ваш уровень развития Всевышнего Махаяны. Все это было потрачено впустую. Тот, кто посмеет отнять удачу у моих Цинсюань, будь он на небесах или в преисподней, будет убит. Фэн Бугуй, теперь наша вражда окончательно закрепилась.
Мерзавец. Столько небесных пилюль. И никакого улучшения. Совсем нет, чем вы с пика нефритового эликсира. Вообще занимаетесь. Докладываю, глава Ордена. Не знаю почему, когда эти пилюли поступали на склад, они были в полном порядке. Но стоило их достать, чтобы дать младшему ученику, как 70% их силы бесследно исчезало. Мастер, эти пилюли, кажется, потеряли благословение удачи. А где Вань Цин? Она главный алхимик. Почему она сама не лечит Сунера? Третья старшая сестра-ученица покинула Орден и не вернулась. До сих пор нет ответа на наши запросы. Хорошо. Вот уж мои хорошие ученики. В критический момент ни на одного, ни на другого нельзя положиться. Сунер. Мастер, сейчас только это может его спасти. Что это? Это эссенция крови Гиусю, которую он насильно собирал каждый месяц. Если эссенция крови может спасти Сунера, то это его, Гусу, заслуженная удача в прошлой жизни. Отнеси и дай ему выпить. Похоже, от того бесполезного Гусу осталось хоть что-то, что может пригодиться. А Можань, передай приказ. Место, где раньше жил Гусу, перекопать вдоль и поперек. Все, что связано с ним. Его кровь, его лекарства, все конфисковать и передать на склад для лечения Сунера. Но Гиусу уже разорвал кармические связи. Если мы силой заберем его наследие. Боюсь. Если я говорю, что это принадлежит Ордену, значит, это принадлежит Ордену. Я уже на 3-м уровне заложения основ. Как я могу болеть? Ничего страшного. Просто твоя связь с одним местом стала еще слабее. От нечего делать закинул удочку. Ничего. Неужели опять пусто? Не тяжело. Такой шум поднял, а выловил всего лишь какую-то рухлядь. Смотрите на этот бамбуковый шест. Разве это не та попрошайка отступника Гоусю? Неудивительно. Должно быть, Фэн Бугуй убил Гоусю и забрал его зеленый бамбуковый шест. Быстрее доложите главе Ордена. Невозможно. Гиусю всего лишь отступник. Почему я не вижу его будущего? Небесная кара. Всего лишь предсказание. На ничтожество обрушилась небесная кара. Неужели Гиусю мертв? Потух. Нет, по толщине пыли этот светильник потух еще 500 лет назад. 500 лет назад. В тот день, когда Гиусю добровольно вошел в запретную зону, его светильник жизни иссяк. Эти 500 лет священные земли Цинсюань процветали, каждый раз избегая бед. Оказывается, это была его судьба. Это он своей жизнью секунда за секундой продлевал жизнь Ордену. Рассвет. Сян Сун тяжело ранен. Вань Цин покинула Орден. Быстро определи местонахождение удачи. Мы должны. Докладываю, глава Ордена. Мы обнаружили следы Гиусю. Старший, пойдемте. Не трогай меня.
Это божественное сознание великого совершенства. Уань Сюэлэ. Фэн Бугуй. Этот зеленый бамбуковый шест. Как он оказался у тебя? Бамбуковых шестов в мире пруд пруди. Старейшина, неужели вы положили глаз на мою удочку? Хватит болтать. Это личная вещь моего предателя Гуусу. Говори, что ты с ним сделал. Убил и забрал сокровища. Предатель. Тогда вы выбросили меня, как мусор, а теперь разыгрываете глубокие учительско-ученические чувства. Раз уж глава Гуань считает его предателем, то зачем ей заботиться о его жизни и смерти? Мои дела не касаются бродячих культиваторов. Раз ты не хочешь говорить, тогда я сама загляну в твою память. Техника поиска души. В лучшем случае – слабоумие, в худшем – смерть. Старый пьяница, спаси меня. Неужели даже я не могу его разглядеть? Неужели это уровень вознесения? Нет, невозможно. Должно быть, это какой-то артефакт, скрывающий ауру. Именно сейчас икнуть от вина. Он что, правда спит? Что делать? Нельзя позволить ему искать в моей душе. Это праведная энергия. Пик стадии опустошения. Один на стадии опустошения. Как смеет преграждать мне путь? Что-то не так. В этой дхарме есть что-то странное. Всего лишь пик стадии опустошения, но почему в ней смутно ощущается стремление к трансцендентности? Если мы действительно начнем сражаться, даже если я смогу победить, боюсь, придется заплатить цену. Я совсем не могу двигаться. Разница в уровне развития слишком велика. Как шумно. Среди бела дня. Разве нельзя дать людям спокойно поспать? Малец, принеси мне еще вина. Моя тыква совсем пуста. Я могу двигаться. Раз город Юнса так настаивает, то сегодня я дам главе города Сану это уважение. Фэн Бугуй, тебе лучше молиться, чтобы, покинув город Юнса, ты не встретил меня. Люди из священных земель Цинсуань. Ушли так быстро. Даже вина не предложили. Это была дхарма главы города. Небеса. Глава города на самом деле ради того седовласого культиватора-одиночки. Лично показался. Ты разве не знаешь? Тот человек, хозяин города Юнса, Сан Шоуда. Говорят, его уровень развития достиг пика. Он наш, города Юнса, столб стабильности. Сан Шоуда, глава города Юнся. Он проявляет ко мне доброжелательность. Мымэ, неплохо, неплохо. Столкнувшись с давлением двух великих культиваторов, он все еще способен постигать. Этот парень обучаем. Хозяин, налейте мне полную. Эй, парень, столько времени постигал. Мымэ, и уже сформировал вторую платформу Дая. Платформа Дая 7 сокровищ Лотоса. И она еще и слилась с первой платформой Дая. Их ауры слились. Этот парень действительно бросает вызов небесам. Он смог получить такой метод культивации, как метод создания 9-уровневой платформы Дая. Вторая ступень. Платформа Дая 7 сокровищ Лотоса. Готово. Хотя мой уровень развития еще не восстановился до пика, но сейчас я достаточно силен, чтобы создавать массивы. Чудовище. Настоящее чудовище. Я прожил так долго, но впервые вижу, чтобы кто-то прорывался так легко, словно пьет воду. Разве это не благодаря высшей Гуань? Если бы не Анай, даже если бы городской лорд Сан Шоуда давил на меня, я бы не получил возможности прорваться. Я, старик, буду здесь, чтобы защищать тебя. Вино почти закончилось. Я обязательно найду для вас, старший, лучшее духовное вино. У тебя есть духовные камни? Недостаточно. Все духовные камни за это время были использованы для культивации. Раз духовных камней недостаточно, конечно, нужно идти в павильон бесчисленных сокровищ. Пошли.
Мои раны зажили. Я могу использовать духовную силу. Старейшина, ваша духовная сила восстановилась. Поздравляю, старейшина. Похоже, удача Ордена процветает. Даже небеса помогают старшей сестре восстановиться. Это само собой разумеется. За эти несколько дней, пока я была тяжело ранена, интересно, что стало с этими духовными зверями? Что происходит? Почему духовные звери вдруг взбесились? Звери. Даже против меня посмели восстать. Подавите их. Почему так? Почему духовные звери? Вдруг вышли из-под контроля. Неужели? Это связано с моим ранением, которое вдруг восстановилось. Все массивы разрушены. Даже самый базовый массив сбора духовной энергии был изменен на атакующий массив. Что же произошло? За одну ночь павильон бесчисленных сокровищ, как он мог так измениться? Ох, господин Фэн, наконец-то вы пришли. С управляющим Су что-то случилось. Полчаса назад эти ублюдки из Ордена Белого Целиня привели нескольких мастеров массивов. Якобы для сделки, но тайно повредили наши узлы массива. Ох, весь бизнес в павильоне остановился. Когда управляющий Су это обнаружил, он погнался за этими ворами за город. Орден Белого Целиня. Они настолько осмелели, что посмели в городе Юнься напасть на павильон бесчисленных сокровищ. Орден Белого Целиня не нападал напрямую. В каком направлении отправился управляющий Су? Просто за город. Я подозреваю, что люди Ордена Белого Целиня намеренно выманили управляющего Су. Ах, мой кошелек. Это снова. Какая-то фракция начала драку. Ваш павильон бесчисленных сокровищ действует так неразумно. Верните нам ядро массива. На этот раз пусть будет так. Почему этот Чию до сих пор не пришел? Даже если я на пике золотого ядра, я не смогу одолеть 2 золотых ядер. Тень! Он намеренно тянет время. Быстро покончим с этим. 2 против 1. Это не по-джентльменски. Если есть смелость, сразитесь 1 на 1. Я всего лишь хрупкая девушка. Чию, старик, я попался в твои руки. Я отдам ядро массива. Может, на этом закончим? Превосходно! Превосходно! Запишите. Великий старейшина Ордена Белого Целиня героически пал в бою. Небесный талант Ордена Белого Целиня, Чию. Ты все это время прятался поблизости. Использовав старейшину, чей жизненный срок был на исходе, чтобы обменять его на одного управляющего Золотого Ядра и одного тайного стража Золотого Ядра. Из павильона бесчисленных сокровищ. Эта сделка выгодна, как ни крути. Управляющий Су. Сейчас вы даже крупицы духовной энергии не сможете высвободить, верно? Если со мной что-то случится, хозяйка павильона вас не пощадит. Ты говоришь о вашей хозяйке Золотого Ядра. Я даже старейшину на пике Золотого Ядра ни во что не ставлю. Тем более вас. В атаку! Небесный избранник Ордена Белого Целиня. Неужели способен только на такие подлые трюки? Я уж думал, что-то изменилось. Ха-ха-ха-ха. Оказывается, это всего лишь закладка основ. Фэн Бугуй, беги скорее. Он на великом завершении закладки основ. Ты не справишься. Так ты и есть тот самый Фэн Бугуй, что недавно прославился. И ты тоже хочешь спасти красавицу? Смогу ли я победить? Узнаем, когда попробуем. Позволь тебе показать, что такое настоящий небесный избранник. Умри! Небесный избранник. Ты недостоин. Что это? Двухуровневая платформа Дао. Двойная платформа Дао. Это та самая, 1 на миллион. Двойная платформа Дао.
И это вся твоя сила. И это ты смеешь называть себя гением. Невозможно. Я из Ордена Белого Целиня. Сильнейший гений за последние 100 лет. Ты наверняка использовал какую-то темную магию. Невозможно. Проваливай. И передай своему главе Ордена. Счета павильона Ваньба я приду взыскать лично. Управляющий Су, вы в порядке? Даос Фэн, кто вы на самом деле? Пойдем. Пора подсчитать мой процент от духовных камней. Ядро массива. Ядро массива уничтожено. Павильон Ваньба понес огромные потери. Развернуть массив. Я тоже умею. Вы слышали? Божественный целитель Сю из священных земель Цинцюань. Начал читать лекции по медицине в долине угасшего духа. Увидеть фею Сюй Ваньцин хоть раз. Значит, прожить жизнь не зря. Да что там. Фея Суй поистине милосердна. Она не только бесплатно раздает духовные лекарства, но даже тех бродячих культиваторов, что страдают от тяжелых недугов, она лично лечит иглоукалыванием. И не берет ни гроша. Божественный целитель Сюй из Цинцюань. Сюй Ваньцин. Как же так, в этой жизни? Из-за моего ухода даже эта злобная женщина изменилась и начала творить добро. Нет, горы могут измениться, но характер — никогда. Сюй Ваньцин никогда не будет делать добро без причины. Господин Фэн, этот божественный целитель Сюй — это тот самый глава пика Сюй из Цинцюань, о котором вы упоминали раньше. Мыме. Управляющий Су, не паникуйте. Хотя основа массива разрушена, духовная точка не рассеялась. Нужно лишь перестроить массив, и все восстановится. Даос Фэн, эта духовная энергия так бушует и свирепствует. Обычные мастера массивов просто не смогут подойти. Как вы собираетесь его перестраивать? Я построю тройной наложенный массив. Первый уровень — иллюзорный массив. Скрывает ауру, атакует разум врага. Второй уровень — запирающий массив. Стабилизирует духовные гены, забирает врага в массиве. А третий уровень, конечно же, это будет смертоносный массив. Если кто-то попытается прорваться силой, я заставлю его исчезнуть без следа. Ха-ха-ха. Какая нелепость. Какой-то юнец на стадии формирования основы осмелился создавать наложенные формации. Хвастовству тоже есть предел. Наложенные формации, даже мастера формаций, Уровня золотого ядра. должны уединяться на месяцы, чтобы завершить их разработку. А ты тут так запросто. Управляющий Су. Похоже, вы в отчаянии хватаетесь за любую соломинку. Как можно верить словам? Такого молокососа. Ах, Даос Фэн, осторожнее. Все же есть кое-какая сила. Он даже сформировал платформу Даа. Формация, поднимись. Что? Вторая платформа Даа. Этот Фэн Бугуй и впрямь. Обладает некоторой силой. что? Третья платформа Даа. Три платформы Даа. Так быстро. Этот парень, он что, бросает вызов небесам? Управляющий Су, очистите площадку. Никому в радиусе 100 шагов не приближаться. Он не только расставляет массив, но и, похоже, вот-вот прорвется. Все, кто принадлежит павильону бесчисленных сокровищ, по моему приказу. Заблокируйте 1000 шагов вокруг. Изгоните всех, кто пытается шпионить или мешать.
Массив готов. Павильон бесчисленных сокровищ на самом деле скрывает такого монстра, способного создать тройной смертоносный массив. Старший. Малец, ты чувствуешь какие-либо изменения? Создав тройной массив, моя духовная сила не только не уменьшилась, но стала еще более обильной. Это... Попробуй полностью активировать море Ци в своем дантяне. Ах, тройная платформа, да. Она сформировалась, пока я расставлял массив. Это... Сестра Су, я вернулась. Глава павильона, вы вернулись. Глава павильона. Глава павильона бесчисленных сокровищ оказалась такой маленькой девочкой без колебаний духовной силы. Это, должно быть, тот самый товарищ Да Фэн Бугуй, которого сестра Су так расхваливала в письме. Аго! Действительно, внушительная фигура. Эти тройные наложенные массивы. Даже у меня глаза разбегаются. Это наша глава павильона бесчисленных сокровищ, Ван Сябэй. Сябэй от имени павильона Ваньба благодарит товарища Да Фэна за помощь. Глава слишком вежлива. Товарищ Да Фэн, здесь слишком много ушей. Не могли бы мы поговорить наедине? У меня есть одно очень важное дело, которое я хотела бы обсудить только с вами. Эта девчонка не так проста. Пик золотого ядра. Что бы ни было, можете сказать и здесь. Су. Как она могла узнать? Даже высшие существа Великого Предела не смогли бы меня узнать. Неужели я раскрылся? У этой девчонки нет злых намерений. Иди, я буду следовать за тобой. Хорошо. Глава Вань. Что ты хочешь сделать? Я хочу выйти замуж за Гиусу. Ладно, ладно. Он уже ушел далеко. А ты все еще витаешь в облаках. Пошли, пошли. Никто не поддержит мои амбиции. Я сам пройду по снегу до вершины. Взглянув на кости гениев под ногами, вспомню о бессмертном мечнике Цинсуань. Я выйду замуж только за одного человека, за бессмертного мечника Цинсуань, почтенного Гиусу. Глава павильона. Ты понимаешь, что говоришь? Гусю теперь изгой Цинсуань. Его уровень развития утрачен. Он всего лишь бесполезный человек. Я не позволю тебе так говорить о нем. В моем сердце он — единственный бессмертный мечник Цинсуань, великий герой, который охранял запретную землю для Ордена на протяжении 500 лет. Почему ты ищешь меня? Я слышала о том, что произошло в городе Юньса. Я уважаю характер Даоса Фэна. Значит, ты точно знаешь почтенного Гуусу. Даос Фэн, ты можешь помочь мне найти его. Если ты согласишься, духовные камни, пилюли, небесные сокровища. Все, что есть в павильоне Ваньба, можешь брать. Ох, она меня не узнала. Она просто хочет через Фэн Бугуя найти Гуусю. Хорошо. Эй, с сегодняшнего дня ты самый уважаемый главный покровитель моего павильона Ваньба. Я пойду готовить свадебные подарки. Ох. Ха. Я что, согласился на что-то невероятное? Хаймев, даже больше. Ты не только согласился помочь ей найти самого себя, но и стал ее главным покровителем. ТЦ. Это и есть легендарное очарование мечника Цинсуань. Скажи, если однажды ты раскроешься, она сначала тебя заставит жениться или почувствует себя обманутой и будет преследовать тебя до края света. Не подшучивайте надо мной. Ха-ха-ха. Это павильон слушающего дождя очень хорош. Ван Сябэй. Тот Гуусю, которого ты ищешь, уже мертв. Теперь есть только Фэн Бугуй.
Господин, это управляющий Су специально приказал мне принести кашу из 100-летнего гриба линча. Девочка, поставь кашу и уходи. Управляющий Су сказал. Уходи. «500 лет застоя. Это тело, в конце концов, не поспевает за культивацией. Эта беда опасна. Если я вмешаюсь...» Старший, вам не нужно вмешиваться и привлекать внимание. Оставьте это мне. Ты довольно проницателен. Ты хорошо подумал. Он охранял запретную землю 500 лет. Я, Сан, восхищаюсь им. Гуусю, держи свой разум. Я использую свою божественную душу как проводник, и с силой Пурпурного дворца помогу тебе. Уровень развития пустоты. Божественная душа бессмертного, единственная в мире. Ты — фазовое тело того дня. Не нужно больше говорить. Это то, что ты заслужил. Инь-ян потустороннего. Пурпурная ци приходит с востока. Парень, ты тут шумишь. И шумишь не по-детски. Так вот как поступают великие люди. Почтенный Фэн, беда. Несколько наших разведчиков, отправленных в долину угасшего духа, пропали без вести. Пожалуйста, помоги мне их найти. Разведчики пропали. Наверняка они что-то обнаружили. Слишком опасно. Я не пойду. Ой, но ты же теперь главный почтенный нашего павильона Ваньба. Ты должен меня слушаться. Это же ради дел нашего павильона Ваньба. Паршивец. Ты же обещал главе павильона помочь найти Гюсю. Кто знает, может, это поездка. Если ты мне не поможешь, тогда тебе придется вернуть мне одного бессмертного Гиусю. Чем слушать ее болтовню здесь, о том, как она выйдет замуж за Гуусю, лучше отправиться в долину угасшего духа, там будет спокойнее. К тому же, Сюй Ваньцин тоже там. Заодно и посмотрю. Ладно, я пойду. Почтенный Фэн, если вы вдруг встретите Синьцзуня Гуусу, обязательно свяжитесь со мной. Старший, вы не пойдете со мной. Я еще не все вина в городе Юньсяя перепробовал. Иди сам. В конце концов, у тебя сейчас 4 платформы, да, обычные люди тебя не удержат. Старик, откуда ты знаешь, что Фэн Бугуй согласился помочь мне найти Гусу? Говори, ты что, подслушивал? Старик, не убегай. Быстрее. Фея Сюй сегодня раздает лекарства в долине. Если опоздаем, придется ждать до завтра. Ох, священной земли Цинсуань действительно праведный орден. Божественная целительница Сюй, истинная бодхисаттва. Бодхисаттва. Что же Сюй Ваньцин затевает? Почему даже уровень развития нужно регистрировать? Фэн Бугуй, странствующий культиватор, 9 уровень закладки основ. Уважаемые даосы, божественная целительница Сюй сегодня принимала пациентов очень долго. Она истощена. Сейчас она отдыхает. Сегодня больше приемов не будет. Что? Я ждал целых 3 дня. А мы приехали издалека. Разве это не издевательство? Прошу всех успокоиться. В долине уже приготовлены лучшие комнаты для гостей. Сегодня все духовные камни, а также согревающие пилюли будут бесплатно выданы нашей долиной угасшего духа. Никакой платы. Прошу всех отдохнуть. Глава долины так добросердечен. Божественный целитель Сюй из Цинсюань так добросердечен. И еда, и жилье, да еще и лекарства бесплатно. Неужели долина угасшего духа действительно так щедра? Если за этим что-то стоит, то это что-то очень серьезное.
свободные культиваторы проделали долгий путь. Они ослаблены. Ночной патруль. Действуйте тише. Не тревожьте их покой. Глава долины. Этим маленьким свободным культиватором. Зарегистрированным на стадиях закладки ЦИ и закладки основ. Действительно нужно особое внимание. Раз уже они вошли в мою долину угасшего духа, значит, это судьба. Их культивация нелегка. Отправьте им немного благовоний чистой души, которые питают душу. Считайте это моим небольшим жестом. Неужели я действительно слишком много думаю? Это друг Даофен Бугуй. Ночью сыро. Друг Даофен, вы не можете уснуть на новом месте. Действительно, я ворочался и не мог заснуть. Это накидка. Сделана из шелка духовного шелкопряда. Друг Да, надень ее. Не простудись от горного холода. Спасибо за доброту, глава долины. Фэн благодарит вас. Я не буду беспокоить главу долины. И сейчас же уйду. Неужели я действительно ошибся? Ха-ха. Нет. Откуда она знает, что меня зовут Фэн Бугуй? Если долина угасшего духа под именем Сюй Ваньцин, божественного целителя, привлекает людей со всего мира, ищущих лечения и лекарств, тогда не должно быть регистрации уровня развития культиваторов. Более того, у Иджиин нет причин знать информацию обо всех культиваторах, входящих в долину. То, что показала Иджиин, было слишком просто как святая. Раз Фэн Бугуй не смог ничего выяснить, тогда я использую личность Гаусю, чтобы снова все проверить. Хе-хе-хе. Нашел. Еще одного поймал. Эх, чуть не провалил. Сегодняшнее задание. Сами напросились. Вот оно что. Регистрация при входе в долину нужна для сортировки. А такие, как я, кто пробрался без регистрации, и есть их цель. Неудивительно, что они смогли мгновенно меня засечь. У него всего лишь уровень закладки основ. Братья, нападаем все вместе. Нельзя затягивать бой. Иджиин — культиватор стадии зарождения души. Если она заметит шум и придет, в моем нынешнем состоянии мне не сбежать. Столько талисманов. Взрыв. Малец, чего у меня в избытке, так это талисманов. Хотите меня остановить? Мечтайте. Откуда взялся этот воришка? Как посмел самовольно проникнуть в долину угасшего духа? Геусю. Ох, ты меня знаешь. Знаменитого божественного доктора Сюй. Я, конечно, знаю. Малец, тебе не следовало здесь появляться. Раз уж пришел, то оставь здесь свою жизнь. Стадия трансформации души. Для меня сейчас это все еще слишком сложно. Смерть от моего меча уже твоя удача. Тогда попробуй. Посмотрим, сможешь ли ты меня убить. Это сломанный бамбуковый шест Геусю. Ты Геусю. У него целых 4 платформы Даа. Такая чистая рифма Даа. Нет, ты не Геусю. Кости Геусю были разрушены. Он не мог восстановиться. Говори, кто ты? Я тот, кого ты не сможешь убить. Я не смогу тебя убить. Какой-то мелкий культиватор на стадии закладки основ. Притворяешься богом или призраком. Неважно, кто ты. Тот, кто мешает моим великим планам, должен умереть. Умри. Геусю. Третья старшая сестра.
Мое сердце. Нет, нет. Ах. Этот источник защиты сердца. Я давно его очистила. Почему он все еще рассеивается? 500 лет назад твое сердце было повреждено. Я не пожалела своей сущности, чтобы передать тебе нить источника защиты сердца. Теперь, когда ты сама захотела моей смерти, наша карма разорвана. Та изначальная сущность больше не будет тебя защищать. Гаусю, я убью тебя, даже если умру. Если я переживу это испытание. При следующей встрече. Я непременно тебя убью. С доктором Сюй что-то случилось. Доктор Сюй. Быстрее. Спасите доктора Суй. Скорее. Братья и сестры Пада. Прошлой ночью тот изгнанник из священных земель Цинсюань, предатель Гао Сю, проник в долину и совершил покушение на доктора Сюй. Из-за своей ненависти к Цинсюань он пренебрег добротой доктора Сюй, которая лечила всех безвозмездно. Его методы были крайне подлыми и жестокими. Этот демон Гиу Сю лишен человечности. Такого подонка каждый должен убить. На людях, святая, за спиной, дьявол. Это долина угасшего духа. Конечно, одного поля ягода с Сюй Ваньцин. Я обязательно сообщу эту новость Ордену. Следите за местонахождением Гэу Сю. Докладываю, хозяйка. Есть новости о бессмертном Гэу Сю. Бессмертный Гэу Сю находится в долине угасшего духа. Он совершил покушение на божественную целительницу Сюй. В настоящее время его разыскивают все крупные ордены. Что-нибудь еще? Больше ничего. Не зря он тот мужчина, которого я выбрала. С уровнем развития лишь на стадии очищения Ци он покушался на великого культиватора стадии трансформации духа. И даже преуспел. Неужели бессмертный Гэу Су восстановил свой уровень развития? Нет. Если бы бессмертный Гэу Су восстановил свой уровень развития, то таких негативных новостей не было бы. Бессмертный Гэу Су наверняка попал в беду. Как кто-то посмел тронуть моего бессмертного Гэу Су? Почтенный Лю, если встретите бессмертного Гэу Су, обязательно защитите его. И почтенный Фэн тоже в долине угасшего духа. Если встретите его, уделите ему особое внимание. Скоро я смогу увидеть моего бессмертного Гэу Су. Спасите меня. Быстрее. Добавьте еще 30% духовной силы. Поддерживайте массив. Я не могу позволить ему умереть здесь, иначе план Кровавого поля будет полностью разрушен. Доктор Сюй, ты обманщик. По делам ему. Это возмездие. Глава долины. Мои подчиненные обыскали всю долину, все медицинские трактаты и секретные свитки. Обычные пилюли не смогут спасти сердце доктора Суй. Бесполезные. Все вы бесполезные. Спаси меня. Я могу его спасти. У тебя есть способ. У меня есть божественное лекарство. Оно может восполнить недостаток его сердца. Я могу его спасти. Какое божественное лекарство? Я из клана Тантань. Я могу очистить воск великой пустоты. Это божественное вещество может его спасти. Воск великой пустоты, о котором говорил Цзян Сюнь. Тот таинственный человек направил меня начать план Кровавого поля. Может быть, это связано с этим воском великой пустоты. Какой Тантань? Какой воск великой пустоты? Не слышал о таком. Поверь ему.
Быстро спаси его. Иначе я сделаю так, что ты не сможешь жить и не сможешь умереть. Гаусю, ты думаешь, разорвав карму, сможешь убить меня? Поздравляю, божественный врач Сюй. Беда обернулась удачей. Это и был план Сюй Ваньцин. Что это? Черт возьми. Нашел. Так это вы. Кто-то вторгся в запретную зону. В погоню. Что вы там делаете? Даже запретную зону не уберегли. Мы догнали его, он у входа в долину. Они установили массивы входа. Что здесь происходит? Не знаю. Я только что пришел. Это божественный врач Сюй. И глава долины. Что-то не так. Фэн Бугуй, ты самовольно вторгся в запретную зону моей долины угасшего духа и все еще хочешь сбежать. Фэн Бугуй, как ты поступил со мной в павильоне бесчисленных сокровищ в тот день? Я еще не свел с тобой счеты. Как ты посмел сегодня вторгнуться в запретную зону? Похоже, госпожа Сюй не в духе. Фэн Бугуй осмелился попасть по горячую руку, когда госпожа Сюй была в худшем настроении. Слышал, Гусю тебя ранил. Как же ты теперь поправилась? Моя судьба, Сюй Ваньцин, не должна была оборваться. А вот ты подумал, как умрешь. Этот ничтожный Гяусю посмел мне перечить. Даже такая букашка, как ты, смеет мне мешать. Госпожа Сюй, вы верите в карму? Карма. Я божественный целитель, спасающий мир. Все вы, неблагодарные ублюдки, должны быть переработаны в пилюли. Глава Пикасюй, успокойтесь. Здесь слишком много ушей. Убирайтесь. Всех присутствующих сегодня схватить. Назад. Это удар божественной трансформации. Удар божественной трансформации. Всего лишь. Что ты сделал? Я не ошибся. Уровень закладки основ отбросил божественную трансформацию. Как это возможно? Великий культиватор божественной трансформации ранен бродячим культиватором закладки основ. Если это распространится, священные земли Цинсюань будут опозорены. Какая там рана? Посмотри на нее, будто ее небеса покарали. Кто смеет говорить, что меня небеса покарали? Тогда вы все сдохнете. Ичжи-инь. Убей его. И всех этих ублюдков здесь. Никого не щади. Убивай. А-а-а. Фэн Бугуй. Хоть я и не знаю, что за дьявольскую магию ты использовал, чтобы ранить главу Пикасюй, но в этой долине угасшего духа ты не посмеешь так себя вести. Никто из вас не уйдет. Ичжи-инь. Вы посмели тронуть даже покровителя павильона Ваньба.
Покровитель Лю. Ты и есть Фэн Бугуй. Я спрашиваю, ты когда-нибудь видел Гоусу? Никогда не видел. Я уже выяснил причину исчезновения. Разведчиков павильона Ваньбаа. Здесь уже хаос. Покровитель Фэн. Давайте вернемся и поговорим. Отдай мне. Вернись. Глава Пика Сюй. То, что произошло сегодня. Если эти культиваторы разнесут весть, наш план, боюсь. Неважно. Пусть новости распространяются. Что? Изначально требовалось еще несколько дней, чтобы заманить добычу. Теперь, когда новости распространились, всегда найдутся те глупцы, что считают себя праведниками и придут исследовать. Чем больше людей придет, тем больше будет питательных веществ. Раз уж перемены произошли, тогда план начнется раньше. Можешь идти. Не позволяй никому меня беспокоить. Великий массив кровавого поля как продвигается? Продвигается успешно. Можно запустить массив в любой момент. Хорошо, очень хорошо. Молодец. Та девчонка по фамилии Лу, ее раны уже зажили. О твоем младшем брате я тоже позабочусь. Великий массив кровавого поля. Для чего он вообще? Ха-ха-ха. Ты знаешь, это всего лишь простой. Это всего лишь массив, который использует живых совершенствующихся в качестве удобрения. Посредством массива насильственно извлекаются жизненная сила из тел совершенствующихся, духовная энергия и божественная душа, чтобы питать и взращивать небесную почву творения или некий воск великой пустоты. Ты знаешь воск великой пустоты? Одна женщина использовала божественное лекарство, воск великой пустоты, чтобы спасти меня. Почему? Когда я хочу убить Фэн Бугуя и перерезать всех присутствующих, как только эта мысль возникает, мое сердце сжимается, будто пронзенное тысячами стрел. Воск великой пустоты. Действительно, это божественная вещь в мире. И даже самая добрая вещь в мире. Но кто мог знать, что это божественное сокровище также является проклятием, наказанием небесного Дао? Высшее добро. Проклятие. Клан Тантань рождается с этим воском. Он принуждает их вечно, из поколения в поколение, творить добро и накапливать заслуги. Мир восхищается ими. Мир преклоняется перед ними. Мир воспевает их, называя святыми, живущими среди людей. Но в этом мире никто не может достичь истинного высшего добра. Даже святой не сможет. Даже самый добрый человек, столкнувшись с предательством, с отчаянием, с ужасной смертью близких, в конце концов, неизбежно испытает каплю ненависти, мрачную мысль. И тогда воск великой пустоты закипит в костном мозге, затвердеет, а затем наступит боль, от которой не будет спасения ни в жизни, ни в смерти. Вот что такое настоящий воск великой пустоты. Нет. Я не хочу быть святой. Я хочу убивать. Я хочу стать сильнее. Я не хочу терпеть эту мучительную боль. Скажи мне, этот план кровавого поля действительно может снять это проклятие? Если ты превратишь все свое сердце в воск великой пустоты, возможно. Скажи мне, как это сделать? Ха-ха-ха-ха. Мой великий массив кровавого поля как раз может тебе помочь. Стоит лишь бросить членов клана Тантань в кровавое поле, можно будет превратить их в воск великой пустоты. Когда у тебя будет воск великой пустоты, вся мощь, что позволит тебе убивать, уничтожать города, разрушать, будет в твоих руках. Мой великий массив кровавого поля нельзя останавливать. Но я не могу совершать злодеяния. Мне все равно. Мне нужен только мой великий массив кровавого поля. Так вот что такое воск великой пустоты. И клан Тантань. Такие вещи действительно существуют. Клан Тантань, я о нем слышал. Когда-то был один божественный целитель, который еще 500 лет назад прославился на весь мир. Его звали Тантаньши. Он также был предком клана Тантань. Просто не думал, что у воска великой пустоты будут такие побочные эффекты. Воск великой пустоты — это... Что это? Это нехорошая штука. Я думал, ты скажешь что-то более глубокое. Почтенный Фэн, ты обещал найти мне Гу. Мастер. Все старшие сестры ищут ресурсы для процветания Ордена. Ученик не может спокойно наслаждаться покоем в Ордене. Я пришел попрощаться с учителем, чтобы отправиться в странствие с 7-й старшей сестрой. Да, учитель. Я обязательно позабочусь о младшем брате Цзяне. После ухода Гусу вы все стали намного разумнее. Учитель преувеличивает. Старшие сестры относятся ко мне как к родным. Цзян Сюнь готов пожертвовать собой,
чтобы защитить старших сестер. Не то, что Гюсю, который так жестоко обошелся с третьей старшей сестрой. Ладно, идите. Будьте осторожны в пути. Не переусердствуйте. Ученик повинуется. Младший брат, что случилось? Я, Цзян Сюнь, рано или поздно вернусь. Вы у меня еще попляшете. Недостаточно. Все еще недостаточно. Я слишком далек от того, кем был раньше. Вставай. Кузница разбитых звезд. 10 тысяч почитаемых духовных жил. Говорят, что она может ковать бессмертные артефакты. Ты узнал ее. Естественно. Говорят, это одна из 3 величайших кузнец. Призови звезды 9 небес в качестве огня, чтобы выплавить божественное железо. А как же этот? Духовный канал Вань Цин. Ты с ума сошел. Это же духовный канал, сконцентрировавший в себе предельную удачу. 1 секунда, и он разорвет даже мастера золотого ядра. Быстро отпусти. Разорвет. Я, Гюусю, до сих пор жив, и меньше всего боюсь быть разорванным в клочья. Как раз проверю эту наковальню. Ты хочешь перековать эту рухлядь? 1 удар по этой наковальне, и этот меч рассыплется в прах. Если он рассыплется, значит, он недостоин подняться со мной на вершину. Что за сломанный меч, еще и на вершину. Звезды в золото. Перековка в 1000 огней. Явись. Явись. Первый удар для удаления примесей. Второй удар для закрепления души меча. А небеса. Этот парень на самом деле использует духовный канал Вань Цзэн для закалки. Этот безумец. Десять тысяч лет забвения. Хозяин, я наконец-то пробудился. Хозяин, остановись. Лезвие не выдержит. Она разобьется. Прошу, остановись. Ты входишь в состояние безумия. Дух меча пробудился. Если продолжишь бить, это божественное оружие будет уничтожено. Отпусти скорее. Нет, это энергия. Он не кует меч. Постигая Дая через артефакт, он использует кузницу Суйсин как основу для 5-й платформы Дая. Этот парень использует свое тело как печь. Черт, я тебе должен. Если такое отличное оружие разобьется, небеса не простят. Винный дух в печь, защищай дух и сохраняй суть. Получилось. Получилось. И правда получилось. Опять. Я могу помочь тебе защитить меч. Но не может помочь тебе собрать платформу. Эта 6-я жила в Вань Цзэн выбрала тебя. Тебе придется пройти это испытание самому. Паршивец, эти 2 глотка вина равны 100 годам твоего уровня развития. Тебе повезло. Ты должен мне вернуть. Хозяин, я вернулся. Иди, помоги своему хозяину создать платформу Да. Старший, вино хорошее. Какое к черту хорошее? Духовная жила еще и наполовину не вошла в тело. Если ты продолжишь сходить с ума, мне придется собирать твои останки.
Раз уж пришел, то тебе не отвертеться. Нет, духовная жила дает обратный эффект. Гусю, твоя платформа Дая еще не сформировалась, а уже рушится. Отпусти. Быстро отпусти. Не отпущу. Загони ее внутрь. Жизнь одна. Малец, ты должен остановиться. Нельзя расслабляться. Если он расслабится, его 500-летняя одержимость действительно превратится в ничто. Санчо Удая. Фиолетовая ци приходит с востока. Инь и Ян гармонизируются. Гуусю, держись за свое сердце. Сформируй. Спасибо, старик Сан. Шестикратное предельное состояние. С древних времен в стадии закладки основ. Ты первый, кто достиг этого уровня. Но и цена немалая. Немалая? Да что там? За одну ночь я потерял 100 лет своего развития. Гусю, твоя нынешняя аура. Мне кажется, что ты в любой момент можешь одним ударом прихлопнуть золотое ядро. Нет, даже двух. Эх, парень, чуть окреп и уже зазнался. Это же убийство через несколько великих сфер. Пусть будет так. Гуусю, твоя шестая платформа Да создана из духовной жилы 10 тысяч почтений. Эта сила хоть и велика, но сильно истощает. Если нет крайней необходимости, не используй ее в полную силу. Младший понимает. Эту доброту и милость Гуусю навсегда запомнит. Наша карма была предопределена еще тогда, когда сформировалась платформа Да и Ньян Ци. Не нужно благодарить. А вот твой меч. Меч хороший. Раз платформа Дая стабилизировалась, мне нужно поскорее вернуться и поспать. Если не посплю, оставшийся уровень развития тоже рассеется. Есть еще кое-что. За 3 дня в восточных пустошах исчезли 340 свободных культиваторов. И не только низшего уровня, но даже несколько на ранней стадии золотого ядра. И живыми их не найти. Хотя места исчезновений разрознены, но все они ведут на запад. Верно. В стали западах находится долина угасшего духа. Кровавое поле. Сюй Ваньцин хочет превратить всех свободных культиваторов города Юньця в отходы для своего сердца воска. Мастер Фэн, дядя Луи узнал, что Ван Сябэй встречалась со старшим Саном. Раз уж вы пришли, тогда все проще. Я не могу покинуть город Юньця. Полагаюсь на вас в этом деле. Мне нужно снова отправиться в долину угасшего духа. Я как раз думал. Какой предлог найти, чтобы отправить тебя туда? Некоторые кармические связи разорваны, но некоторые должны быть затронуты. На такое интересное дело я тоже хочу. Нет. Нет так нет. Я и сама не очень-то хотела. Малыш, карма уже посеяна. Я сначала проложу тебе путь на небесах. Буду ждать тебя в высшем мире. Что-то не так. В прошлый раз, когда я был здесь, тут кипела жизнь. Сегодня ни души. Неужели? Это ложная тревога. Духовная энергия в воздухе тоже очень хаотична. Сладковатый запах. Это запах крови, достигший своего пика. Невыносимый запах мертвецов. Быстрее! Это великий массив кровавого поля. Массив активирован. Посмотри на небо. Что это? Великий массив кровавого поля. Судя по этому массиву, здесь не менее десятков тысяч человек. Какой идеальный материал.
Как только клан Тантань будет брошен в массив, и из него будет выплавлен воск Великой Пустоты, мое сердце станет целым. Я смогу убивать, и мне не придется терпеть эту пронизывающую боль. Младший брат, младшая сестра, как вы здесь оказались? Конечно, в поисках удачи. Удачи. Это кровавое месиво повсюду. Вы тоже хотите урвать свой кусок? Третья старшая сестра. Неужели ты боишься, что я отниму твою удачу? И хочешь убить меня, младшего брата? Старшая сестра. Не волнуйся, ты ищешь свой воск Великой Пустоты. А я ищу силу крови и плоти. Мы не враги. Сюй Ваньцин, штаб, ты сдохла. Доктор Сюй, ты же говорила, что пригласила нас для испытания лекарств. И обещала награду. Пожалуйста, отпусти меня. Мне не нужна награда. Сюй Ваньцин, я буду ждать тебя в загробном мире. Кровавое поле орошено, духовная энергия достаточно. Пора выпустить главного. Прямо сейчас. 10 поколений клана Тантань варили воск. Успех или провал решается сейчас. Без жертвоприношения крови Тантань этот воск Великой Пустоты навсегда останется мертвым. Клан Тантань был в заточении сотни лет. Сегодня наконец-то все собрано. Заприте их всех в узлах массива. Паница. Тебя настигнет возмездие. Возмездие. Я спасла бесчисленное множество людей. Убить нескольких ради божественного лекарства. Это и есть небесная справедливость. Посмотри на этого ребенка. Сюй Ваньцин, как ты могла поднять руку на такого ребенка? Кто там? Фэн Бугуй, снова ты. Снова ты. Фэн Бугуй, ты ублюдок. Люгунфен, быстрее, останови массив. Нельзя дать им прервать массив. Сестра, предоставь это мне. Вам меня не остановить. У него уровень трансформации божества. Маленький зародыш души. Имеет смелость меня остановить. Храбрость похвальна. Командир Юйвэнь, помоги мне. Я обещаю вылечить вашего принца. Это правда. Если хоть слово будет ложью, Сюй Ваньцин готова принять. Муки пожирания души 10 000 молний. Я принял поручение. Господин, остановитесь. Младшая сестра, помоги мне быстрее. Фэн Бугуй, это шанс младшего брата. Никто не смеет его отбирать. Убирайтесь. Великий массив кровавого поля уже создан. Что ты собираешься делать?
Ты Тантаньши. Что ты делаешь? Старик, эта сила принадлежит мне. Выходи. Тантаньши, ты хочешь единолично поглотить воск Великой Пустоты? Это мое. Это я активировал кровавое поле. Он не поглощает его единолично. Он помогает нам его очистить. Сестра, не останавливайся. Поддерживай массив, пусть он тренируется. Нет, его душа рассеивается. Он точно не ищет смерти. Или ускоряет переработку. Фэн Бугуй. У нас такая большая вражда. Ха-ха. В тот день в Тайном Царстве. Как ты со мной поступил? Сегодня я заставлю тебя вернуть все сполна. Ты полагаешься только на свою золотую пилюлю. Даже если ты не ранен, ты все равно недостоин моего внимания. Цинер! В долине угасшего духа что-то изменилось. Фэн Бугуй, ты давишь меня, превосходя по уровню. Ты этим гордишься. Этот великий массив кровавого поля, собирающий эссенцию крови тысяч культиваторов. Сегодня все это принадлежит мне. Я, Цзян Сюнь, избранный судьбой. Уже на пике золотой пилюли. Эта злая техника действительно ужасает. Это всего лишь внешняя сила. В конце концов, это не твоя собственная сила. Как только я поглощу этот полный воск Великой Пустоты, я смогу прорваться через ограничения и обрести силу высшего творения. Эту партию я готовил 500 лет. 10 поколений вытапливали воск ценой жизни всего клана, чтобы положить конец этому кошмару родословной. Девочка, если ты используешь это тело как сосуд, чтобы вместить источник проклятия, твоя душа и дух будут уничтожены, и ты никогда не переродишься. Ты сожалеешь об этом. Предок, я готова. Кстати, пусть ее зовут Пиньян. Если это принесет Пиньян мир на всю жизнь, и она больше не будет страдать от этой разъедающей боли, что передается по крови. Даже если я паду в Юймен и никогда не смогу вернуться, я не пожалею. 10 поколений слез и крови. Пусть это закончится здесь. Дитя мое, ты никогда не будешь такой, как мы, не испытаешь такой боли. Ты даже не узнаешь, что такое боль. Ты — наше новое рождение клана Тантань. Нет, это мое. Тантаньши, не смей двигаться. Что ты делаешь? Ха-ха-ха-ха-ха. Получилось. Я преуспел. У меня теперь полное сердце воска Великой Пустоты. Фэн Бугуй, ты это видел?
Это и есть великий массив кровавого поля, его предельная мощь. Жадность, в конце концов, превратится в кармический огонь самоуничтожения. Тантаньши. Что ты сделал с Шила? Воск Великой Пустоты, хоть и является божественным медицинским сокровищем, но это также и родовое проклятие, которое наш клан несет 500 лет. Так называемое вываривание воска поколениями означает использование плоти 10 поколений семьи в качестве ци, а души в качестве огня, чтобы насильно извлечь эту силу великого добра из родословной. Теперь извлечение завершено, проклятие окончено. Этот малыш обладает силой высшего творения воска Великой Пустоты. А ты впитал накопленные за 10 поколений кровь, слезы и обиды. Это оковы абсолютного добра. Сила высшего творения. Молодой друг, я надеюсь, ты сможешь позаботиться об этом малыше вместо меня. Старший, не волнуйтесь, я обязательно позабочусь о нем. Сила высшего творения в теле этого малыша, возможно, поможет тебе вознестись к бессмертию. Эта девчонка тоже моя. И это сокровище тоже мое. Пока я здесь, ты и пальцем его не тронешь. Посмотрим, чем ты отобьешь этот удар мечом. Сила, полученная путем кражи жизненной энергии других, в конечном итоге лишь иллюзия. Ха-ха. Вы видите лишь силу крови, но не знаете, что в высших мирах есть техника. И эта сила вовсе не принадлежит низшим мирам. Что за монстра создал этот великий массив кровавого поля? Нам нет смысла продолжать бой. Фэн Бугуй, этот великий массив кровавого поля, собравший десятки тысяч жизненных сил, был создан для того, чтобы я достиг этой высшей основы. Теперь, когда я такой, попробуй еще раз. Черт, мы же деремся. Он выкинул удочку. Фэн Бугуй. Кто ты, черт возьми, такой? Какой же он монстр? Что это за монстр? Он смог открыть такую огромную пространственную трещину. Кажется, что-то поймал. Это аура. Это предок всех демонов. Это духовная сила предка всех демонов. Он использует духовную силу предка демонов. Формирует платформу Даа. Как это возможно? Формирует платформу Даа прямо в бою. Фэн Бугуй, сколько же секретов ты еще скрываешь? С таким прогрессом в развитии, если он переживет этот день, наша божественная династия Золотого Пера будет под угрозой. Этот парень должен быть убит. Ты. Ты Гаусю. Фэн Бугуй — это Гиусю. Только Гиусю мог сформировать такую платформу Даа. Гуусу. Ты Гуусу. Черт возьми, план изменился. Действительно, это я. Семиуровневая платформа Даа. Гуусу, ты действительно нашел такой путь. 500 лет назад он вошел в запретную землю ради Ордена. Гуусу, если ты согласишься вернуться со мной в Цинсуань. Мастер, нельзя его отпускать. Он Фэн Бугуй. Он убил так много наших собратьев. Он еще и мою удачу хочет отнять. Убейте его. Быстрее. Убейте его. Гуусу, ты идешь против Цинсуань.
Теперь я не могу тебя отпустить. Учитель. В этом мире давно нет Гоусю из священных земель Цинсюань. Тот, кто стоит здесь, это лишь Фэн Бугуй. Что до того, чтобы не отпускать меня. Если хочешь забрать мою жизнь, я здесь. Приди и забери. Глава Ордена Гуань. Нападать на младшего не подобает Всевышнему. Саншо Уда, ты ради него даже городом Юньса пренебрегаешь. Гоусю, иди и делай то, что должен. Здесь я. 500 лет назад я заточил себя в запретной зоне ради Ордена, терпел невыносимые муки, лишь чтобы Орден получил благословение. 500 лет спустя я вернулся с разрушенными корнями, а вы, не выяснив причин, обвинили меня. Обманули меня, причинили мне вред. И даже хотели забрать мою жизнь. Чтобы утолить жадность Цзян Сюня. Учитель, спаси меня. Гоусу, как ты смеешь? Обиды этих 500 лет. Сегодня я, Гоусю, лично разорву. Наставница. Предатель, как ты посмел? Младший брат. Что это? Удача священных земель Цинсюань вернулась на одну часть. Сегодня я и Цинсюань квиты. Удача снова исчезла. Как такое возможно? Я всегда думала, что Цзян Сун принес удачу Цинсюань. Оказывается, это Гоусю ценой своей жизни поддерживал ее. Гоусю, я была не права. Что ты собираешься делать? Не волнуйся. Она больше не вмешается. Это мой исток Всевышнего, считай это компенсацией. Теперь мы ничего не должны друг другу. Необходимо немедленно доложить. Этот парень слишком ужасен. Малыш, в Юнься что-то изменилось. Я пойду первым. Большое спасибо, старший. Покровитель Фэн. Нет, собрат Даосгу, здесь опасно оставаться надолго. Давайте вернемся на лодке. Гоусю, город Юнься, Цинсюань. Я рано или поздно отомщу за это. Восьмая платформа Да готова. Осталась только последняя. Исток Всевышнего, оставленный Великим Махаяной, возможно, станет моей основой для 9-й платформы Да. Почтенный Лю, где бессмертный Гоусю? Госпожа Павильона, товарищ Гу сейчас создает 8-ю платформу Да. Нельзя его беспокоить. Дядя Лю, этот ребенок тот потомок клана Тантань, которого спас бессмертный Гоусю. Верно. У этого ребенка трагическая судьба. Она единственная выжившая из клана Тантань, которую спасли ценой жизни всего клана. У нее есть имя. Ее зовут Пиньянь. Пиньянь. Это имя звучит так, будто ее будущее безгранично. Раз, два, три, 4, 9. 9 уровней? Ты же говорил, что 8-я. Какой же он монстр?
кучка гнилых картофелин и тухлых яиц осмелились напасть на мой город Юньсая. Не. Собраться. Девятиуровневая платформа, да. Неужели кто-то действительно смог достичь этого? Если позволить ему сформировать золотое ядро, священные земли Цинцюань потеряют не просто ученика, а истинного бессмертного. Глава долины, нам атаковать. Убить. Он не должен остаться в живых. Юйвэньли, прими указ. Передаю устное повеление императора, этот юноша обладает невероятной удачей. Отделите его душу. И доставьте обратно в династию, чтобы укрепить ее судьбу. В случае сопротивления вырезать город. Ваш покорный слуга принимает приказ. Сегодня никто не уйдет. Сегодня я, Гоусю, формирую 9-уровневую платформу Да. Я желаю достичь золотого ядра. Кто встанет на моем пути, умрет. Парень, почему бы тебе не присягнуть нашей божественной династии Золотого Пера? Я обещаю тебе бесчисленные ресурсы для культивации, красавиц и власть. Хаймов, почему бы вашей божественной династии Золотого Пера не присягнуть мне? Какое высокомерие! В атаку! Убейте его, пока он не сформировал ядро. У меня нет вражды с вами, но раз вы хотите меня убить, то будьте готовы умереть. Глава павильона. Вы хотите? Остановите их для меня. Как прикажете. Оставьте это нам. Хорошо. Убить. По приказу божественной династии Золотого Пера, армия Футу должна извлечь душу Геусю. Все, кто воспрепятствует, будут убиты. Убить. Господа, раз уж вы так спешите на смерть, то этот город Юнься станет вашим местом упокоения. Разве он не на заложение основ? Почему мой? Духовный щит не выдерживает. Разве он обычный заложитель основ? Он же на пике заложения основ с 9 платформами Да. Такой гений, боюсь, только на стадии зарождающейся души сможет с ним сразиться. Всего лишь заложение основ. Умри. Как мощно. Боюсь, даже пик золотого ядра. Не выдержит и одного его удара.
Как это возможно? Пик заложения основ убивает капитана зарождающейся души. Его 9-уровневая платформа Да. Что это за черная магия? Гоусу нарушает законы небес. Нельзя оставлять его в живых. 8000 воинов Фату были сбиты с толку каким-то пацаном на стадии закладки основ. Заместитель — окружить и убить. Нет, надо бежать. 3 культиватора на стадии золотого ядра охотятся на одного с закладки основ. Слишком уж они уважают мою 9-уровневую платформу Да. Нет, я не могу войти в город. Если я войду, защитный барьер не выдержит. Воины Фату, слушать мою команду. Всем силами штурмовать город. Они совсем обезумели. 8000 на стадии золотого ядра. Они что, хотят уничтожить город? Бесполезно. Постройте божественный псих уничтожения Фату. Убейте этого парня. Неужели не сдержать? Что происходит? Неужто достопочтенный Гоусу собирается прорваться? Сформировать золотое ядро? Прорыв прямо в бою. Он хочет в этой безвыходной ситуации сформировать золотое ядро. Он сумасшедший. Небесная гроза при формировании золотого ядра с 9-уровневой платформой Да, несомненно, будет необычайной. Сейчас его атакуют тысячи людей. Возможно, это действительно даст неожиданный эффект. Ха-ха-ха. Он посмел прорываться. Тогда он живая мишень. Воины города Юнься. Если этот юнец достигнет золотого ядра, это будет единственным шансом на победу в этой битве. Даже если мы все погибнем, вы должны защитить его, черт возьми. Убивайте врагов. Защитите Гоусю. Хочет использовать грозовую куру, чтобы переломить ситуацию. Хочет использовать грозовую куру, чтобы переломить ситуацию. Хочет использовать грозовую куру, чтобы переломить ситуацию. Хочет использовать даже если придется завалить их трупами, вы должны похоронить их. Вот это да! Великая битва в Юньса превратилась в личную защиту бессмертного почтенного Гоусу. Не зря он мой любимый мужчина. Дистанционное подавление. Убить. Это грозовая кара. Эта мощь собирается. Сравнять с землей весь город. Формирование золотого ядра с 9-уровневой платформой Да само по себе идет против небес. Небесная Да не допустит этого, поэтому и появляется такая уничтожающая грозовая кара. Все еще мечтает. Перевернуть все с помощью грозовой кары. Посмотрим теперь, сможешь ли ты выжить. Всем отступать. Люди города Юнься, защищайте Гоусю. Вступайте в массив. Красная грозовая кара. Один удар разрушил защитный массив города, способный выдержать удар Всевышнего. Теперь все проще. Все должны умереть. Больше не выдержим. Быть рядом с достопочтенным Гоусу того стоило. Хранители горного перевала Лунин, восточные пустоши, прибыли в Юнься. Банда красной рыбы из Юер-У, Восточное море. Прибыла в Юнься. Клан Бай из города Цзиян. Прибыл в Юнься. Чтобы защищать даосского друга Геусю. Пробиваясь сквозь грозовые облака, последняя кара золотого ядра.
Это все скрытые силы. Кто же он такой? Этот Гэусю? С сегодняшнего дня этот мир будет слушать лишь слово Гоусю. Гэусю, эта партия только начинается.